ваш дом? Это крепость или руины? Ми з дітьми залишилися самі. Важко нам, ну що я можу сказати, так як є. Я основала этот проект ради детей с тяжелой судьбой. Мій тато був добрим і розумним. Я би хотіла йому сказати, що я його люблю. С мамой ощущение дома связано. А так больше ничего. Моя цель – уменьшить их душевную боль. Папы сейчас не хватает. Без него эти вещи ничего не значат, и много таких вещей в доме. Дать детям шанс на лучшее будущее. Восстановить их дом из руин и создать в нем достойные условия. Ти знаєш, яка вона там мріє? І ще ні. Ти не знаєш? Потому что каждый ребенок имеет право на комфорт. И они еще не знают, что их ждет, они не знают, что здесь будет, но они уже счастливы. Когда приходится учиться жить заново, так важно не опускать руки и продолжать верить в чудо. Сегодня они делят все радости и печали на 5. А ведь когда-то даже сама мысль о рождении такой большой и дружной семьи казалась невозможной. Прожили ми повних 16 років. Мого чоловіка другий шлюб. Жінка перша обвинила його в тому, що він безплідний. І я ж так собі думала, о, чоловік безплідний. Але бачите, як вийшло, що оказався він ніякий не безплідний. 4 дітей, отакий безплідний, да. Но неожиданное известие о смертельной болезни самого близкого для них человека поразило всех, как гром среди ясного неба. Так як зараз я вдова, чоловіка вже немає 4-й місяць, ми з дітьми залишилися самі. Важко нам, ну що я можу сказати, так як є. Пішов в лікарню, ліг на обслідування і механічна жовтиця. Коли вже почалась операція, лікарі обнаружили, що це рак поджелудочної. Десь за тиждень він помер в больниці. Вже він, додому вже він не доїхав. Життя змінилось дуже сильно. Ну, що я не можу одійти від цього до сих пір, навіть не можу балакати. По-перше, діти ж його як любили, він був для дітей все. Ой, важко, дуже важко. Но он еще, когда был живой, когда не лежал в больнице, нет, он тогда лежал в больнице. В общем, он понимал, что ему недолго жить осталось, и он звонил мне и прощался. Он сказал, что он уверен, что у меня все будет хорошо, что в целом у нас все будет хорошо. Мій тато був добрим і розумним. Ми грались в шашки. Я би хотіла йому сказати, що я його люблю. Они все кардинально разные, абсолютно. Но они, несмотря на их юный возраст, очень самостоятельные, и это сразу же тоже ощущается. Я думаю, они раньше повзрослели. Смерть отца просто уже поставила, скажем, жирную точку в их раннем взрослении. Значит, в доме я обычно готовлю, я очень люблю готовить, люблю гулять на улице, поэтому я гуляю с детьми 2 часа в день обязательно. Потом я убираю. В этой комнате всегда, с мамой на кухне мы пополам. Я занялась здоровым питанием, чтобы долго жить. Я забочусь о своей семье, потому что у нас очень большая предрасположенность к раку. У меня папа умер от рака, бабушка, 2-я бабушка, дедушка. Вот. И если мы будем неправильно питаться, то 90% вероятность, наверное, что у нас будет то же самое. Надо больше помогать маме. По воду может пойти, помыть посуду, когда она уже устала. Якщо мені потрібна якась така чоловіча допомога, то допомагає. Замок ми з ним вдвох зробили. Я пробовал повешать жалюзи на кухню. Побив, одне стекло в нас побите, але ж жалюзь висить. Полочки теж в кімнаті прикручував. Он единственный мужчина в семье. Теперь он главный, он это не произносит. Я думаю, что он конкретно так не думает, что я теперь главный. Но подсознательно он прекрасно понимает, что он будет единственной опорой для своих сестер,
защитой, поддержкой для своей матери. Он понимает, что у него нет права на ошибку. Но смерть отца – это не единственная трагедия, с которой каждый день нужно справляться этой семье. Зараз не працюю, тому що по догляду за дитиною-інвалідом знаходжуся вдома. Діагноз гідроцефалія. На 3 неділі була в реанімації. Вона ж не реагувала, і не кричала нічого. Лікарі сказали, треба писати свідоцтво про смерть. Треба срочно давати їй ім'я. Чоловік хотів Софія, Софія, вона, я кажу йому, що це велика мучениця. Хай трошки меншу. Вона сама менше любить, починаю. А так і вийшло Люба. Саме дороге, що її Люб. Она их объединяет. Я думаю, что если бы на самом деле не было Любы с ее проблемами и особенностями, то смерть отца они бы пережили намного хуже. Я думаю, что сейчас горе их объединило вокруг нее. И сейчас они просто как перестроились на то, что нужно спасать ее. Но какими бы сильными не были эти дети, на их плечи уже свалились такие трудности, которые не под силу выдержать даже взрослому человеку. И бороться с ними пока еще очень сложно. Часто почали сваритися у підростковому віці. Після похорону то мені важко з Іллею. Дівчата жалуються на нього, він навчається добре, оцінки в нього добрі, а поведінка в нас погана. Ну, я думаю, что это еще потому, что они все живут в одной комнате. Кроме того, он уже подросток, соответственно, выплывающимися какими-то комплексами, проблемами и неудобствами, связанными с проживанием в девичьем коллективе. После того, что мы сделаем, очень многие проблемы уйдут сами собой. Наш ремонт и то, что я хочу сделать в этой квартире, это уже психотерапия. И психотерапия очень сильная. Пока наша семья даже не догадывается о том, что где-то есть люди, готовые подставить плечо, чтобы преодолеть все трудности сообща. Но наша команда давно все продумала, и помощь уже в пути. Здравствуйте. Можно? Конечно, пожалуйста. Здравствуйте, привет! Как вас много, какие вы все красивые. Я Вика. Ира, Люба, Рафаэла, Илья. Не принесла я вам игрушек. Я знаю, что вы за здоровый образ жизни. Да? Заходимо. Забирайте? Нет, куда же я пойду? Разгружайте, Давайте. забирайте. Все ли вы здесь любите? А що треба сказати? Іра? Они пусть посмотрят, вдруг не за что, а вдруг не то что-то. Покажете мне, как вы живете? Конечно, покажемо, заходьте. Ого, 90% какао. А чай, наверное. Да. Ира, чай. Ты что? Можно чай попьем? Нет, это вкусный чай. Я Вика. Ліля. Будем знакомы теперь Очень ближе. раді, да, очень раді, що ви взаимно. до нас завітали. Покажите, расскажите, как вы живете и как, и что вам не нравится. Не нравится вот наш пол, в першу очередь, Віка. Фелочка, подними, пожалуйста. А его у вас нету, я так Да, смотрю, у нас пола нету. А обойки когда вы клеили последний раз? А бойки клеїли год 6 назад. А, то есть это сами? Да. А когда вообще последний раз ремонт делался в квартире? Ну, наверное, где-то 90-й год. И мебель, но я смотрю, мебель не 90-х. Не, мебель мебель вообще все каких-то раньше, да, 60-х, 70-х. 80-х. Да? Что еще показывайте? Да, Не стесняйтесь, пожалуйста. давайте, давайте. Это ваш санузел, да? Два у вас санузла, Да, у нас туалет и два. ванная. Я смотрю, вот у вас везде такая проводка. Это вы сами все делаете? Да. А вы знаете, да, что это опасно, что убить может? Вот так вот провода оголенные, да еще и в влажном помещении. Да, я, конечно, розумію, що воно там не так, як треба. Стиральная машинка рабочая у вас, все? Робоче є, да. Ну, бачите, так як в нас тут нема витяжки, Вікторія, в нас воно і ржавіє. Ну, одну вже я витягнула, а от ця теж вже починає. Нет, то, что я вижу в ужасном состоянии плитку, я вижу грибок, я вижу ванну, которой пользоваться неправильно вообще даже с гигиенической точки зрения. Сам запах здесь и воздух затхлый.
И, соответственно, когда здесь принимаются водные какие-то процедуры, я думаю, что здесь вообще дышать нечем. Как бы уровень побелки, все. То есть это не соответствует ни электрика, ни все остальное параметрам, которым должен отвечать санузел. Особенно которым пользуются дети. Давайте санузел еще посмотрим, Да, пожалуйста. туалет. А скажите, вот я вижу, что что-то вы тут Це недавно я, красили. це я своїми силами, що могла. От. Я смотрю, что здесь ситуация у нас не лучше, даже хуже. Почему вообще там, где стояки, все разломано у вас? Ми на першому етажі, і весь час нас потоп, топлять. Труби течуть, і от сварка йде, всі до нас вже йдуть. Ну, тому що в мене ж магістральні труби йдуть. Давайте посмотрим вашу кухню. Так, то есть я так понимаю, что вот этот вообще у вас половички лежат на стяжке, На да? стяжки, так. Да. А не холодно? Холодно, звісно, холодно. Ну, а що робити? У вас вообще нету кухни, получается? У вас есть мойка, у Да, вас есть плита и холодильник. да. А где вы посуду храните? Вот, які, на подоконнику. На подоконнике. Да. Но это более-менее, вы, я так понимаю, не так давно меняли, да? Да, 4 роки назад. От красила я в серпні місяці цьому році, в 2020-му. А что это за краска? Она пачкается, она пылится и пачкается. Это вообще краска не предназначенная для таких помещений. Можно поставить, что у вас в холодильнике? Да, звісно, пожалуйста. Ого, лекарства у вас. Это кто все эти лекарства принимает? Там Да, табло йодна та закончилось, йотри вже срок все есть. повикидати. Це мого чоловіка Валерій стались. Тут очень серьезные препараты, которые причем уже просрочены. Почему вы не выкидываете? Ну, от бачите, не доходять руки. Давайте выкинем. Давайте вы. Да. А вот вы белье здесь реально мокрое, сушите, все капает здесь, течет. Ну, воно не капає. Ну, да, буває капає, якщо одіяло, то воно ж не викручується. Балкон холодний, і мені зараз туди нема смислу там його вішати, сушити. Ну так от того, что оно капает, еще и все усугубляется ситуация с полами. Да, стенами, конечно, всё. да. Расскажите, а вот как вы питаетесь? Вот я вот вижу у вас масло, хлеб, молоко, Ну, там суп в кастрюлі. суп есть. Да. То есть я знаю, блинчики. что детям очень важно правильное питание. Тем более, что у вас есть все-таки дочь, которая за здоровый образ Да, жизни. вона от... Я вот смотрю, Да, есть це- вироби це з вже вона- овсянки, это она, да, уже? Да, це вже вона все. А вы знаете почему? Да, От да, вона вона так- мені об'яснила, Почему она щоб вот- не боліть. Она же резко стала Да, різко. после смерти папы. Вы же понимаете, что это самое дорогое, что у нее есть? И что у ребенка страхи развиваются. Ну, да. Надо вести здоровый образ жизни. Хорошо, тогда пойдем смотреть дальше. Да, пожалуйста, Да. пошли. А что это у вас здесь за кладовочка? Це мого чоловіка. Це все, тут його всі деталі. Тож я сюди ще не на руки до мене не доходили. І що з ним робити? А вам Я не что-то знаю. здесь нужно? Вы знаете, что здесь вообще находится? Да, знаю. Там замки з ключами. Ну, такі замки навісні. Зарабатывала? Зарабатывала. Зарабатывала. Мгм. А вы теперь что с этим можете делать? Как оно может быть вам полезным? Не знаю. Зачем вы это храните? Не знаю. Навіть не знаю, для чого воно. То есть это можно выкинуть, правильно я понимаю? Да. А это ваша комната, правильно я понимаю? Да, То есть это родительская спальня была? да. А что Да. это за вещи у вас в мешках? А віщі ж нас же багато, тут нема де їх дівати. А то есть вы их в мешках вот Ну, так в вот мішках, храните? да, щоб вони не чи постірані, ну, щоб не в пилюки були. То есть дети, когда одеваются, они в Ні, мешках одіваються, выбирают ні, у что-то? нас в шкафу, а це таке домашнє більше. Мгм. То есть это шкаф, где хранятся все вещи, и ваши, и Ні, детские? ми їх там немає. А что здесь за вещи? Да. Це більш дитячі. А, ну і там ще ж эти, одіяла внизу. Больше не открывается, вот так и мы пользуетесь, да? Да. Понимаю. А там в коробках это что? І це теж чоловік, а там пластинки навіть є. А пластинки на чем можно слушать? У вас Не- есть на чем их слушать? Немає, да, немає. А что, вы их храните тоже? Ну, це ж треба стати і зробити, а їсти варити, а за дітьми. Что у вас за хламная комната, извините? Теж ж віщі наші. Что Це за літні, вещи? літні, Мгм. літні. А, то есть летние вы вот так вот в мешки собираете и Мішку, і выставляете на балкон. Да. І обув їхня, там теж обув, тому що зима. Там щось порвалося, щоб я швидко взяла щось, якийсь замін. І крупи в мене там
В основному там крупи у мене, бачите, крупи. То есть вы понимаете, что если вы подписываетесь на участие в моем проекте, вы отсюда с вещами выходите, все, что Да, остается, а без все, что остается, Я це все прекрасно мы розумію. можем выкинуть на свой Без розсуд. Тут без питань. Лиль, перед тем, как вы сейчас соберете вещи и уедете, я хочу, чтобы лично вы избавились от каких-то вещей, которые вы ненавидите. Я хочу від цієї тумбочки збавитися, тому що вона, по-перше, вона вже стара, а по-друге, туди все падає. Весь час досуваю і можна я вже... Да? Можна. Избавляйтесь. Мы не можем зайти в эту квартиру и сделать косметику. Оттуда нужно все выгрести, поменять все коммуникации, поменять стеклопакеты, утеплить все откосы, поменять отопление. Как минимум там нету в кухне вообще, вентиляции нет вообще не только в кухне, а и в санузлах. То есть малой кровью тут, к сожалению, не отделаться. Ну что, покажете мне свою комнату и как вы живете? Да. Да? Давайте. Провожайте. Куда? Ну, у вас не маленькая комната, хорошая, большая. Вы тут все помещаетесь? С трудом. Здесь вот наши кровати, здесь сплю я, наверху Илья, здесь Люба и внизу Рафаэла. А учитесь вы здесь? Все, сразу же. Почти. Вот здесь Рафаэлы, половинка парты это Рафаэлы, половинка Ильи, вот это моя. У Любы парты нету, поэтому она, когда кого-то нету, садится. Что вам не нравится? Или вам все нравится, так и оставим? Пол, обои. Хотели бы поменять. Они все были в дырках, и мы решили их заклеить плакатами. Вот. И все. У них не было желания. Они все были в тупике, чего бы им хотелось поменять. Они даже понятия не имеют, что можно поменять. Потому что они не допускают таких желаний себе. Когда вопрос коснулся, что можно избавиться от всего, что они ненавидят, движуха началась такая. Серьезно, хочешь, я тебе помогу? Давай вместе. Давай, смотри. Давай. Хочешь, Рафаэла, обдирай. Обдирай, вот как хочется. Сильно бери руками и дери. Они же тебе не нравятся? Ну все, обдирай их. Ну что, вы рады? Это как первый шаг к новой жизни. Не жалко было? Нет. Мы тебе все отдаем? Пожалуйста. Все, выноси. Давай, давай. Я не могу, это no comments. Я вижу просто удовольствие в глазах детей, и у меня улыбка до ушей. То есть это... Я тоже в детстве, у нас были очень старые обои, страшные, которые... Но мне не разрешали их оборвать, потому что некому было новые переклеивать. Я думаю, что нам с демонтажом помогли и очень сэкономили и деньги, и средства, и время. Они настолько были счастливы рвать обои, собирать, выкидывать ковры, хлебопечку, потому что новая жизнь или хотя бы мечта о новой жизни – это шанс все изменить. Ну что, готовы? Да. Собирать вещи и отсюда. Да, давайте. Давайте, давайте. Что вы сидите, улыбаетесь? За сумочками. Только вы берете все то, что вам нужно. Все, что останется здесь, вы это больше никогда не увидите. Все? Главное, что взяли Любу с собой. Самое дорогое забрали. А теперь можно и вещи. Боже, какие счастливые дети. И они еще не знают, что их ждет, они не знают, что здесь будет, но они уже счастливы. Столько радости. У меня было такое ощущение, вот внешне, со стороны можно было подумать, что дети просто собираются на какой-то сумасшедший курорт, хотя они не знают, никуда не поедут, нигде не будут жить, да, что с ними будет происходить, что будет в этой квартире. Все, пока. Все. И они знают, что они сюда не могут зайти до тех пор, пока мы их не позовем.
переживаю, не знаю, що буде, як буде. Ну, надіюсь на краще. Інтуїція підказує мені, що все буде добре. Я не дуже хвилююся, тому що я давно мріяла змінити обстановку. І за якість і дизайн ремонту я теж не переживаю, тому що впевнена, що у Вікторії гарний смак. Конечно же, первое, что мне хотелось бы, это функционал максимально, плюс замена коммуникаций всех без исключения, потому что очень много есть небезопасных вещей, старых. Ну и в принципе ремонту более 40 лет, вы сами видели, что это. И более комфортных условий. А уже как это обыграть, чтобы это еще было красиво, это уже будет второй вопрос. Мы сразу же понимали, что масштаб работ в этой квартире во много раз превосходит объемы на наших предыдущих объектах. Не только по количеству старых вещей, с которыми нужно было навсегда попрощаться, но и по размерам самой жилплощади, каждый сантиметр которой пришлось освободить от уже давно непригодных к использованию материалов. А тем временем наша команда уже разработала подробный план преображения данной квартиры. Все эти люди и их компании не только осознанно относятся к социальной ответственности. Для них просто не существует невыполнимых задач, так что дальнейшая судьба наших героев находится в надежных руках. Приступить к воплощению в жизнь дизайн-проекта без создания надежной и безопасной основы для него было бы просто невозможно. Поэтому после демонтажа мы сразу же заменили в квартире все трубы и электрическую проводку. Ведь наши герои были вынуждены каждый день пользоваться коммуникациями, которые представляли прямую угрозу для их жизни. Качественные и энергосберегающие окна помогли нам не только избавиться от сквозняков и теплопотерь, но и изначально увеличить используемое пространство в этой квартире. Ведь теперь даже холодный балкон можно будет эксплуатировать в любое время года. И, конечно же, ограничиться только улучшением жилищных условий мы, как всегда, не могли. Почему я считала, что дети должны обязательно посетить психолога? Очень явно просматривалось то, что между ними конфликты. И вполне может быть, что смерть отца усугубила эти отношения. И нужно было разобраться сразу, нет ли скрытой депрессии, нет ли скрытой агрессии, для того, чтобы решить вопрос на корню. Добрий день. Добрий день. Рада вас бачити. З чим ви прийшли до мене? Підлітковий вік і конфлікти у нас на кожному кроці. Всі діти приблизно одного віку, підліткового віку, це дуже важкий такий період в житті кожної дитини, який потрібно пережити, тому що він, скажімо, не залежить від дітей, не залежить від виховання, від сім'ї, залежить все від індивідуальних особливостей. Коли діти сваряться, коли діти виражають свої емоції, коли діти намагаються відстоювати якісь свої права, це все якби загальні характеристики цього підліткового віку. Це ситуація норми. Було б навпаки дивно, якби діти, 4 підлітків, живучи в одній квартирі, обмежені в якомусь просторі, і вони б не конфліктували. А для того, щоб з ними справитись, запропонувала мамі створити такий сімейний статут з правилами і з обов'язками. Після невиконання цього правила має бути покарання. І кожне покарання можна колегіально вирішити. Якщо комусь важливо ігри з телефоном, чи комусь важливо якась перегляд якогось кінофільму, для кожної дитини можна вибрати одне. А ці всі системи правил, вони дуже гарно структурують нашу особистість і наші емоції. А мы тем временем уже перешли к подготовке стен к финишной отделке и плиточным работам. Нашим мастерам пришлось как следует потрудиться, чтобы интерьер санузлов полностью соответствовал всем требованиям дизайн-проекта. А чтобы полы из керамогранита были не только красивыми, но и практичными, мы предусмотрели даже систему подогрева для них. Как видите, у нас полным ходом происходит сейчас укладка плитки керамогранита и заканчивается
малярка стен, подготовка под декоративную штукатурку. Здесь абсолютно новые автоматы, здесь перенесены щитки для удобства пользования. Поменяли всю проводку, всю автоматику, провели интернет, у них будет Wi-Fi. В том числе все стены выровнены, они были очень кривые, и все наши задумки по мебели, по декору были бы просто невозможны, если бы это было не исправить. К мебели в этой квартире мы предъявили особые требования. Кроме того, что она должна быть красивой и максимально функциональной, ее еще и очень много. Поэтому процесс производства уже давно идет вовсю. Когда экологически чистые материалы и надежная фурнитура находятся в руках опытных специалистов, можно быть уверенными в практичности и долговечности каждого шкафчика. В процессе демонтажа рухнули стены, поэтому мы сделали новые и смогли расширить санузел, который был очень неудобный. Самое главное, полностью мы заменили все старые сгнившие коммуникации, при этом продумав к ним правильный доступ. Как вы помните, кухня у наших героев практически отсутствовала. Точно так же можно сказать и о коммуникациях. Мы здесь поменяли все. У нас новые трубы, у нас новое отопление. Мы переместили счетчики воды для того, чтобы ими было удобно пользоваться. Наша детская, как вы видите, уже тоже изменилась. Во-первых, наша дверь стала значительно меньше. Раньше было 2 створки, сейчас 1. Нам это дает возможность здесь планировать большее количество мест для хранения и иметь больше возможностей для полета фантазии при создании интерьера. Изменили подоконник, мы его опустили. Он очень широкий, бетонный, с ним, конечно, пришлось долго помучиться, но благодаря этому мы получим одну очень хорошую возможность. Не буду рассказывать пока сейчас, вы увидите это потом. А пока наши герои даже не догадываются, сколько всего мы уже успели сделать у них дома, мы продолжили решать их вопросы, не связанные с ремонтом. Визит к стоматологу – это не самое приятное событие в жизни каждого ребенка, но выдержке наших героев можно было только позавидовать. Всем надо равнять зубы. Есть 2 варианта – это брекеты и элайнеры. Разница в сроках, удобстве и закреплении. Элайнеры – это вот такие вот капы, которые одеваются на целый день, не на ночь. Они практически незаметны на зубах. Чистка зубов не затруднена. Кариеса, как правило, при них не бывает, чего нельзя сказать о несъемной аппаратуре. Точно сказать, сколько это займет, никто вам не скажет. Почему? Потому что самое основное, ничего не делается через боль. В среднем это от 2 лет, как правило. Технология Invisalign, то есть делаются слепки, делаются фото, это все оцифровывается, и техник на экран компьютера мне выводит цифровую модель зубов. Потом говорю, что ему делать, как ему делать, какие зубы, куда. И в конце мы получаем вот такой вот фильм, где пациент видит, как и что оно идет. Налицо были сложности, связанные со стоматологией. И, к сожалению, оказалось, что действительно 3 из 4 нужна медицинская помощь. К сожалению, она оказалась очень дорогостоящей. И на сегодняшний момент мы продолжаем искать желающих помочь. Мы этот вопрос не решили, но мы его и не оставляем. Поэтому я надеюсь, что после того, как выйдет этот сюжет, объявятся желающие помочь деткам решить эти проблемы тоже. А наши мастера уже вплотную приблизились к финалу отделочных работ. Декоративную штукатурку и художественную роспись на стенах уже смело можно назвать нашей визитной карточкой. Количество розеток и осветительных приборов здесь просто поражает воображение. Теперь каждый уголок этой квартиры имеет свое дополнительное декоративное освещение. Даже полы в комнатах работают на визуальное расширение пространства и придание ему максимальной воздушности. В процессе ремонта, когда мы помогали с другими проблемами, почему Любу отвели на арт-терапию? Все равно была надежда, вдруг. Это действительно может принести пользу. Добрый день. Привет. Привет. Как тебя зовут? Иди сюда, садись. Будешь выбирать. Опция большая яка. Я бы вам рекомендовала прям вот эту. Вот сделайте так, как вы не делали никогда раньше. Поменять жизнь
Надо изменить вообще характер своих действий. Мы будем выбирать цвет. Это должен быть такой цвет, которым вы хотите прям вот искупаться в нем там, или съесть его. Вот белый или черный? Вот тень или свет? Белый. Отлично. Как бы первый шаг, который мы делаем в свою работу, в свой процесс, это мы думаем о нашей мечте. Есть какая-то мечта? Ты можешь не говорить мне на самом деле вслух. Главное, чтобы ты сама о ней знала. Хорошо? И полетела. Умничка. Эти цвета тебе нравятся, да? Любаш, как у тебя сейчас настроение? Супер. Понравилось тебе? Да. Ее состояние очень подавленное. Она не выражает это. Она научилась это держать в себе. И через то, что она якобы ничего не хочет и ни о чем не мечтает, она просто держит себя вот в панцире. Да? Вот. Я могу тебе сейчас чем-то помочь? Ну, сейчас там вот. Так происходит процесс, так бывает, да. Я счастлива, честно говоря, что процесс произошел именно таким образом. Для меня это прям хороший знак. Вот терапия произошла. Дальше будет легче. Смотри, как тебе? Она вначале была в восторге, а потом она выпустила свои эмоции. И хоть ей арт-терапия и не показана, я считаю, что этот поход все равно дал хороший результат, повлиял на ее развитие. И хоть результаты усилий всей нашей команды уже можно сполна оценить, это еще далеко не конец. Для того, чтобы проживание в этой квартире было по-настоящему комфортным, здесь еще нужно собрать много мебели и установить всю необходимую технику, с помощью которой наши герои смогут не только решать бытовые вопросы, но и создавать благоприятную атмосферу в квартире. У нас была замечательная прогулка, во время которой дети были достаточно откровенны, и они рассказывали, о чем они мечтают. Кожна дитина знайде свій правильний шлях і не буде збиватися з цього шляху. Я мечтаю стать врачом, чтобы помогать не только своей семье, но и другим людям становиться более здоровыми и счастливыми. Я мечтал стать стоматологом. Я мечтаю стать топ-моделью и работать с известными дизайнерами. Например, с Андре Тану. Эта семья отличалась, наверное, от многих тем, что не вызывала у меня именно слез какой-то злости, обиды на этот мир, потому что они все очень солнечные дети, от них идет такой позитив, что даже не приходилось сдерживаться. Любочка, ти вже хочеш додому? І я доця хочу. Первое блюдо у нас будет торт в духовке, новый тоже. Мама любит у нас медовик. Для нее приготовим первым делом медовик. Сюрпризов от ремонта не ожидаю никаких. Я хочу домой. Я тоже очень соскучилась по дому. Я ожидаю, что нас удивлят ремонтом. Будет очень красиво. Люб, а ти що хотіла? Кровать була, подушка, да? Одіяло, да? А вот об этом тоже не стоит переживать. Как только наши мастера закончили установку надежных дверей, которые рассчитаны на максимальную ежедневную нагрузку, мы приступили к обустройству зон отдыха. Всего в 2 комнатах нам удалось разместить не только 5 кроватей, но и несколько дополнительных мест для отдыха. И чтобы наши герои смогли полностью реализовать свое право на комфорт, сами спальные места теперь оснащены ортопедическими матрасами, а также гипоаллергенными подушками и одеялами. Ведь качественный сон – это залог не только хорошего настроения, но и здоровья. Дополнили атмосферу уюта эксклюзивные шторы в тон интерьеру, выполненные из натуральных тканей по индивидуальным размерам. Но и это далеко не все, чем мы собираемся удивить наших героев.
Наша семья будет через 15 минут. У нас же наши дети, они очень дорожат здоровым питанием, они стараются его придерживать, поэтому все продукты максимально правильные, и даже мясные продукты у нас в этот раз только из натурального мяса. Я очень благодарна мистеру Грилю, который подключился к нашему проекту, и у них теперь здесь просто есть все, и рульки, и сосиски, и ребрышки. Главное это все запихнуть теперь в холодильник. Все. Остаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Какие вы красивые. Тоже. Проходите, помещайтесь. Вау. Так, ну вы дома? Нет? Вау. Лиля, вам лилии. Спасибо. Да. Я вас поздравляю с въездом в новую квартиру. Спасибо большое. Ну что, готовы смотреть? Да. Друзья, у вас было мало места. Да, не было где вещи хранить. Можете осмотреть коридор, проверить. Все можно трогать, щупать, открывать, заглядывать. Хватит теперь места? Да, класс. А на стене, Люба, на стене посмотри, что тебе нравится. Бабочки. Это декоративная штукатурка, а сверху роспись. Это художники. Ого. Раскрашивали вручную. И эту декоративную штукатурку можно мыть, вытирать. А на полу что у вас? Кто знает? Мрамор нет. Ну, видите как? Это не мрамор. Но гостям об этом лучше не рассказывать. Они все будут думать, что это мрамор. Это керамогранит. Он не царапается, он легко моется. А под керамогранитом у вас обогрев теплого пола. Ого. То есть все зимой можно будет включать, если в квартире прохладно, отопления не хватает, можете догревать теплым полом. Ходить босиком. Да, и ходить босиком. Да. Девочки, зеркало одно поделите? Да? Я просто переживала, что вам будет одного зеркала мало. Поэтому, если вы сюда зайдете, здесь еще одно. Ух ты! О май гад. Чашечки. И чашечки, и тарелочки. Там даже продукты. Что? Это все можно кушать, это все натурально, из натурального мяса. Прямо с завода вам передали. Специально для вас. Это все под твою диету подходит. Так. Вау. І торт? Я дивлюсь і не вірю своїм очам. Одні емоції. Духовка у вас новая, вытяжка новая, холодильник. Здесь висят рамочки с декорами, но вы сможете туда поставить ваши фотографии. На подоконнике вот это мягкие подушечки, можно сидеть на подоконнике, а можно их ложить на стулья. Это жесть. Так прикольно. Вон можете жалюзь поднять, вон такие вот штучки. Ванну, туалет смотрим или вы забыли, что у вас есть такие помещения? Ого, подсветочка. Вау, это бойлер. Витяжка, да? Все в одном таком стиле, так классно. Доступ есть к обслуживанию, там все хорошо. И вытяжки у вас есть теперь везде. Полотенцесушители есть. Все есть. Вот что. Это тоже подсветка? Класс. Вообще. Рафаэла, есть теперь где красоваться, да? Светлое вообще. Вот как. Сразу видно хозяева, везде свет повыключать. Всё. Ну что, будем смотреть комнаты? Да? Вау! Ого! Ух ты! Вау! Можно я там? Нет. Можно я? О боже. Кондиционер, девочки. Зеркало. Ух ты! Красиво. Лампа какая Все большая. гарно, лаконично, всі світильнички, розеточки так стоять. Такі м'якенькі, тут зеркало. Ну вот. Клас.
Я тут можу потолок який гарний, Рафаел. Да, і достатньо. Тріщини там всякі. Клас. Це наша квартира? Штори які красиві, такі ніжні. Та-дам! Также телепорт в шкафчику, дуже удобно. Ти глянь, як у нас красиво. Кондиціонер. Все, я тут сплю. Рафаэла плачет, бусинка. Вона от щастя плаче. Я можу на стол ховати. Все, зайка. Илья, я смотрю, тебе не сильно нравится, да? Ну, Да. честно. Вот это розовое бабское, Да, розовое. да, царство. Ну, но девочек же больше, да? А ты один, нам надо было выбирать. Тут весь Це фантастика. Це Ти що впадеш? А как вам супер. розовая комната? Вы бы жили в розовой комнате? Да. Да? І У каждого. кондиціонер. Да, и кондиционер обязательно. Смотрите, у вас 4 шкафа, у каждого свой. У вас новые матрасы ортопедические у всех. Подсветки есть у каждого своя. Если кто-то спит, можно розетка. Розетка, да? Полочки свои есть у каждого. Что там на верхней полке, Илья? Роутер. Роутер? Wi-Fi у вас во всей квартире. Нормально подходит, да? То, что нужно? Заниматься будете теперь драться за рабочее место? Нет. Ваш подоконник, он целый со столом. Вы можете здесь раскладывать все, что вам нужно для учебы, для какого-то творчества. Большие листы здесь можно. Стенгазету забахать, в конце концов. Да? Клас. Вторую комнату пойдем смотреть? Да? Ну? Це Ілюша на полігон. Да, це Ілюша на полігон. Нічого себе. Сань. Тут Вау! Вау! Балкон! Ух ти! Класс! У нас, оказывается, есть балкон. Класс! Вау! Класс! Ютуб! Класс! Це Ілюшина комната. Это не совсем Илюшина комната, подождите. Тут есть нюансы. Мы же меняем не только интерьер, мы меняем образ жизни. Поэтому это, с одной стороны, Илюшина комната, с другой стороны, это ваша общая гостиная. Здесь есть телевизор, вы здесь можете вместе проводить время. У вас же нет телевизора? Да. Маму пустите, девчонки, к себе? Я понимаю. Поэтому у нас будет женское царство, мужское, в которое вход женщинам не запрещен. Илья, я видела, ты там очень расстроился. Да. Я видела, как ты расстроился. Что ты сейчас скажешь? Дуже хорошо. Да? Девчонок будешь пускать? Да. Да? То есть смотри, здесь у тебя есть разделение, ты сюда, когда выставишь какие-то книжки, девчонки тоже какие-то книжки, там, я не знаю, у вас какие-то есть хобби еще, тут все это можно выставить, оно будет очень красиво выглядеть. И в принципе, даже если Илья спит, спокойно вы можете тихонько смотреть телевизор, тут выключается свет, ну то есть не громко, наушники можно одеть. Він смарт, ти Организуем. представляєш? Лилечка, а ничего, что мы балкон все-таки сделали? Мы его утеплили. Теперь вам не Еще нужно клеем сушить пахнет. белье на кухне. Да. И есть место, где поставить, что там, самокаты, велосипеды. А я еще помню, что вы красивые картины рисуете, да? Вместе, у вас маленькие. На этой стене специально пустое место оставлено. Ваша задача, когда я в следующий раз приеду к вам в гости, чтобы здесь висела картина, которую вы нарисуете все вместе. Там может быть все, что угодно. Нарисуйте там ваши эмоции от того, как ваша жизнь изменилась. Сделаете? Илюш, ты синий цвет представлял? Да. Класс. Опа, вот так вот. Где Всё. Люба? Любы нету, все. Есть где в прятки поиграть теперь, да? Заяц, вылезай. Я очень переживала, как Лиля воспримет то, что теперь она не будет жить отдельно, а будет жить с детьми. И она была счастлива. Это, наверное, был самый ее лучший подарок мне, что я увидела дети-подростки. Илье нужно быть отдельно, потому что если бы мы этот вопрос не решили, то их ссоры и разногласия только бы обострялись. Это очень сильно должно на него повлиять. Теперь он себя будет действительно чувствовать мужчиной, главным, особенным в семье. Всім спасибо, всім благодарність від мене і від всіх наших дітей. Скажите, жизнь уже поменялась? Як тільки ми вже вийшли з квартири, вже воно по чуть-чуть, поетапно. Ну, сьогодні, звісно, сьогодні це вулкан таких, ну, я не можу навіть переказати це словами. Люди рідні, не скільки роблять, скільки от чужі люди, скільки ви нам зробили добра.
А дети поменялись за это время? Да, вони повірили в це добро. Папу вспоминают? Вспоминають, да. Вони з Сльозами такими і болю. сльозами і болю. Спасибо вам всім, хто цим займався, хто допомагав, хто це все робив. Низький уклін. Вікторія, я хочу вас обняти, можна? Можно, конечно, нужно. Велике спасибо вам, Вікторія. І всім, Слезы начались. Эмоции зашкаливали у всех. И я сегодня видела не просто счастливых детей, я видела счастливую мать. И я надеюсь, что это групповое счастье просто энергетически эту семью выведет из того состояния, в котором они были. А тебе комната нравится? Да. А если бы мы ее сделали синей, тебе тоже понравилось бы? Нет. А зеленая? Тоже нет. То есть мы что, угадали твой любимый цвет? А скажи, а ты рада, что мама будет с тобой в одной комнате жить? Я очень люблю. Какой мой зайчик хороший. Люба, как всегда, всему очень радовалась. Она, в принципе, очень радостный, солнечный ребенок. Но сегодня был момент, который поразил тем, насколько она осознала все, что произошло. После интервью на кухне она разрыдалась и просила маму остаться здесь ночевать. Она подумала, что сейчас мы все снимем, и отсюда нужно будет уезжать. И она была вдвойне счастлива, когда ей все-таки еще раз объяснили, что это не чужая квартира, а их квартира. Получается, что она просто ее не узнавала. Рафаэлочка, ты расплакалась, когда зашла. Почему? Эмоций было очень много. А какие были эмоции? Что ты почувствовала? Красоту. Очень красиво. Скажи мне, что тебе больше всего понравилось? Зеркало. Меня очень обрадовало то, что в течение 4 месяцев, пока шел ремонт, шел проект, дети очень изменились. Во-первых, они стали добрее друг к другу. И уже само существование проекта в их жизни эту жизнь изменило. Рафаэла зашла другим человеком. Она поменялась внешне, она стала немножко раскованнее. Мы так долго этого ждали, и так страшно было заходить в новую квартиру. Я вообще не поверила, что это наша квартира. А скажи, папу вспоминали? Да, мы каждый день его вспоминаем. Но было какое-то такое приятное ощущение, что вот, если бы он знал, что нам помогают, нам делают ремонт, вот, было такое хорошо. А вот ты была у психолога, помнишь? Сказал, что ты старшая в семье. Дети больше всего доверяют старшему ребенку. Поэтому от твоих взглядов зависит то, как они будут жить. А все-таки кушать мясо нужно. Правда, оно должно быть качественное, свежее, нежирное, понятное дело. Поэтому то, что здесь, мы можем с тобой разобрать. Да, давайте. Мы с ней подробно разобрали холодильник. Я постаралась максимально объяснить ей, почему она должна свое питание корректировать. Психологи считают, что работать с детьми бесполезно по тем вопросам, которые у нас есть, потому что это не психологические проблемы, это модель поведения. И нужно меняться старшему, потому что ни один взрослый не будет для ребенка таким авторитетом, каким является для него старший брат или старшая сестра. А чего боялся? Что ремонт будет какой-то девчачий. Будет все розовое, не знаю, красное. Скажи, что тебе больше всего понравилось в квартире? Не, ну кроме твоей комнаты понятно. Кухня лучше стала. И балкон еще хороший. Значит так, смотри, ты главный мужчина в семье. Ты главная опора и главный защитник. Любой девочке, женщине нужно, чтобы рядом было крепкое мужское плечо. Не только в плане защиты физической, а и моральной. Давай. Так сложилось, что родилась идея еще одного сюрприза. Сюрприза, которого мы не делали до этого ни в одном проекте. И я очень переживала по тому поводу, получится ли это и какие будут у них эмоции. Здравствуйте. Привет. Мы вам такой маленький сюрпризик. Так, я вам с подарками пришел. Это тебе. Это тебе. Не плачь. Так, Рафаэла. И это тебе. Да? Меня. Все меряем. Давайте потом распаковываем. показываем. А ну-ка распаковываем. Так, будем мерять, смотреть. Ну что, мы выйдем, вы переоденетесь? Почему Андре? Я ему показывала, рассказывала эту историю, и он сказал, так давай я к ним приду.
я им подарю подарки. И я до этого даже не задумывалась о том, что можно приобщать звезд. Я была сконцентрирована исключительно на том, что нужно сделать, чем помочь. И это был своего рода эксперимент. И сегодня, когда я увидела те эмоции, которые он им подарил, этот сумасшедший восторг, слезы радости, я поняла, что это нужно делать. Это тоже это лечение. Это тоже вера в добро. И когда дети прикасаются к тому, кто им кажется недосягаемым, они понимают, что все в жизни возможно и достичь тоже можно всего. Ну, во-первых, я считаю, что мы, публичные люди, должны и обязаны участвовать в подобных рода мероприятиях, потому что если ты преуспел в своем деле, ты должен давать пример непосредственно всем окружающим. Это раз. Во-вторых, ну, я же люблю делать людей красивыми. А красивое это не только внутренне, внешне, в том числе где ты живешь. Поэтому эта коллаборация с Викторией, мне кажется, это лучшее, что могло произойти вместе с нами. Так, слушай, мне кажется, ты чуть-чуть неправильно надела комбинезон, потому что сейчас же модно все оверсайз и немножечко, чтобы было подкачанные такие, подкатанные рукавчики. У меня подкачанные, и подкачанные, и подкатанные, все вместе. У меня, кстати, костюмчик Андре подарил мне на 8 марта, поэтому он не только детям делает подарки, а и взрослым. Я думаю, что наши герои уже готовы, так что пойдемте смотреть на красоту. Великовато или что? Да. Так она же растет. Ну это еще лен, поэтому его нужно погладить. Видишь, на это. Так, ну, во-первых, смотри, мне кажется, что бантик можно завязать наперед. Я бы сделал вот так красиво, и здесь бы сделал вот так, вот такой красивый, смотри. Вот так. И можно сделать еще, ну, можно сделать с двух сторон, чтобы было и так, и вот так. Ну теперь смотрим. Красиво. И здесь получается как голая спинка. И разрезики по бокам. Стопроцентный хлопок, вышивка, тебе прям красиво. И очень хорошо с этой цепочкой. Я бы тебе еще рекомендовал здесь одну такую моносерьгу. В твоем возрасте это сейчас супер модно и супер актуально. Угу. Котеночек мой, что? Как тебе цвет мяты? Горошки цвета мяты. Понравились? Ну, здесь ты можешь просто делать как угодно. Можно сделать больше декольте, можно делать меньше декольте, как ты посчитаешь нужным. Единственное, мне здесь можно, во-первых... Пуговичку переставить. Пуговичку, тут видишь, оно все. То есть можно просто пробить петелечку и сделать его чуть-чуть покороче. Конечно же, это лен, поэтому нужно будет отутюжить, потому что лен имеет свойство мяться. И здесь кармашки впереди, поэтому вот так вот. Джигит, выходи сюда. И смотри, какой у нас вообще поло, андертан и чиносы. Только смотри, все модные пацаны закатывают вот так брюки. Да? Сейчас это супер модно. Чем отличаются чиносы от джинсов? Джинсы из плотной ткани, чиносы всегда из тонкого хлопка, как раз идеально для лета, весны-лета. И слушай, сели идеально. Ну что, делаем совместное фото? Да. Давай, семейное фото. Давай. Сегодня появление соседки, такой радостной, счастливой, переживающей за эту семью, это было как гром среди ясного неба. Боже мой, я вам вообще благодарна. Я не могу оторваться, налюбоваться. Я даже не ожидала, что можно вот сделать такую вот красоту. И всем благодарность, конечно, всем вашим сотрудникам. Слаженно было все, четко. Я контролировала очень, действительно, все было вот правильно. Соседка – это вообще чудо-женщина, которая на самом деле им является чужим человеком, но насколько она искренне радовалась. Это мне показало еще раз, что в нашей жизни добрых людей много, и очень часто они живут по соседству.
Дорогие друзья, мне невероятно трепетно и радостно, что такой сложный проект подошел к концу. Я безумно благодарна всем тем людям, которые приняли непосредственное участие и помогли нашей семье. И это касается не только материала и труда, а еще эмоций, любви и тех переживаний, которые они вложили сюда. Без вас, друзья, это было бы просто невозможно. Берите с них пример, присоединяйтесь к нашему проекту, ведь право на комфорт необходимо еще очень многим семьям, и я буду рада видеть всех желающих в моей команде, а мы идем дальше.